пограничное состояние между жизнью и смертью, феномены, повторяющиеся образы и гипотезы о потустороннем восприятии. Что происходит в момент смерти? Этот вопрос интересует не только врачей, но и исследователей паранормальных явлений, психологов, физиков и специалистов по сознанию. Ответ частично дают люди, пережившие клиническую смерть. Несмотря на то, что их тело временно перестает функционировать, они часто сообщают об осознанных переживаниях, нередко поразительно схожих между собой. Повторяющиеся феномены в рассказах умерших. Большинство вернувшихся описывают события, начинающиеся с внезапного ощущения покоя и отделения от тела. Далее следуют явления, регулярно повторяющиеся. Свет в конце туннеля, наблюдение за собственным телом со стороны, ощущение движения в пространстве, присутствие других существ или сознаний, чувство выхода за пределы времени. Эти элементы воспроизводятся в разных культурах, возрастных группах и вне зависимости от религиозных убеждений. Свет, тоннель и выход из тела. Свет – один из самых часто описываемых феноменов. Он фигурирует в рассказах более 75% опрошенных в исследовании Дэра Реймонда Моуди, врача и философа, опубликовавшего книгу «Жизнь после жизни» в 1975 году, ставшую отправной точкой для научного интереса к данной теме. Свет описывается как интенсивный, но не слепящий, вызывающий чувство безопасности и покоя. Тоннель, в который человек попадает после смерти, воспринимается как реальный переход, не метафора. При этом отмечается четкое ощущение отделения от тела. Люди описывают, как наблюдают за реанимацией, слышат разговоры врачей, фиксируют детали окружающего пространства. Некоторые позже подтверждали точность этих описаний, что невозможно было бы объяснить случайной догадкой. Наблюдение вне тела – задокументированные случаи. Один из известных случаев – Пэм Рейнольдс, американская певица. В 1991 году ей проводили редкую нейрохирургическую операцию по удалению аневризмы. Во время процедуры ее температура была снижена до 15 дг, мозговая активность остановлена. Несмотря на полное отключение мозга, она впоследствии описала инструменты, действия врачей и фразы, сказанные в операционной. Все данные были подтверждены медиками. Случай задокументирован в ряде научных публикаций. Другой случай – Мария, пациентка госпиталя Харбор-Вью, Сиэтл, США, в 1977 году. После остановки сердца она утверждала, что вылетела из тела и заметила кроссовку на подоконнике 3-го этажа. Позже обувь действительно нашли именно в том месте, которое она указала. Эпизод описан в отчетах Дэра Кимберли Кларк Шарпа, медсестры и исследовательницы. Эти случаи демонстрируют не просто субъективное восприятие, а наличие проверяемых фактов, доступных только при невозможности сенсорного восприятия через тело. Присутствие других существ. Многие пациенты сообщают о контактах с сознательными сущностями. Не всегда это родственники. Иногда это безликие фигуры, светящиеся или одетые в нечто, напоминающее монашеские одежды. Одна из самых частых тем – они говорят без слов, то есть контакт происходит на уровне мысли или ощущения. Говард Сторм, профессор искусств из США, в 1985 году испытал переживания во время разрыва желудка. Он описал попадание в пространство, где его вели темные сущности, обещавшие помощь. Однако они начали проявлять агрессию. Он вспоминал: «Я понял, что они питались моей болью». Позже Сторм описал вмешательство света, после которого он вернулся к жизни. Его случай стал предметом исследования в Принстонском проекте по изучению сознания. В отличие от культурных образов ангелов или демонов, описания этих существ схожи вне зависимости от географии. Это может говорить о глубинных архетипах или о доступе к иным уровням восприятия. Пространство за пределами физического в некоторых рассказах фигурируют не просто сущности, а целые пространства – залы, коридоры, города света, вселенские библиотеки. Например, Мэри Нил, хирург-ортопед, в 1999 году утонула при сплаве по реке в Чили. Ее сердце не билось более 25 минут.
Она описывала луг, на котором стояли фигуры света, окруженные сиянием, и говорили ей, что ее время не пришло. Эти описания сложны для объяснения в рамках физиологии. Ни ДМТ, ни гипоксия, ни терминальные иллюзии не объясняют структурированность и согласованность этих образов у разных людей. Возможные гипотезы на грани науки и мистики. Существует несколько гипотез. Гипоксия мозга вызывает галлюцинации, но этот эффект чаще приводит к дезориентации и хаосу, а не к ясным последовательным видениям. Выброс ДМТ в шишковидной железе – гипотеза популярна, но не доказана, и ее уровни в организме умирающего не зафиксированы. Последняя вспышка нейронной активности подтверждена ЭЭГ-исследованиями, но не объясняет совпадение в содержании видений. Переход сознания в нефизическое состояние – это уже область паранормального. Исследователи вроде Д. Сэма Парни, проекта AWARE, допускают такую возможность. Парни в интервью BBC утверждал: «Мы не можем исключить, что сознание сохраняется вне тела. Наука пока не имеет средств, чтобы это подтвердить или опровергнуть». Вывод. Опыт людей, переживших клиническую смерть, включает элементы, которые не объясняются только физиологией. Совпадения в переживаниях, задокументированные наблюдения вне тела и наличие сознательного восприятия при нулевой мозговой активности требуют более глубокой оценки, не только с точки зрения медицины, но и паранормальных теорий. Клиническая смерть – временная остановка жизни, когда сердце не бьется, дыхание отсутствует, а мозг перестает функционировать. На этом рубеже одни говорят о пустоте, другие – о полном осознании происходящего, третьи – о чем-то, что выходит за рамки объяснимого. Ниже 7 реальных историй людей, переживших это состояние. Все случаи задокументированы врачами, исследователями или самими участниками. Пэм Рейнольдс, США, 1991, операция на мозге при полной остановке функций организма. Пэм, певица из Джорджии, прошла редкую операцию по удалению аневризмы в мозге, во время которой ее тело было охлаждено до 15,5°, кровь откачана и мозговая активность отсутствовала. После возвращения к жизни она подробно описала форму используемых инструментов, разговор врача о проблеме с веной, музыку, игравшую в зале. Эти детали подтверждены медицинской бригадой. В момент описанных событий ее уши были закупорены, глаза закрыты, а мозг не работал. Это один из самых тщательно задокументированных и часто цитируемых случаев в исследованиях посмертных переживаний. Мария, США, 77. Обнаружение предмета вне поля зрения. Мария, пациентка госпиталя Harbor-View Medical Center в Сиэтле, пережила сердечный приступ. После возвращения она утверждала, что вылетела из тела и оказалась снаружи здания, где увидела синюю кроссовку на карнизе 3-го этажа. Медицинский персонал проверил, обувь действительно находилась там, на подоконнике, в месте, невидимом с земли и из палаты. Случай задокументировала Кимберли Кларк Шарп, медсестра и исследователь околосмертных состояний. Доктор Эбен Александр, США, 2008, нейрохирург, погруженный в кому с неработающим мозгом. Александр – специалист в области нейрохирургии, впал в кому на 7 дней из-за редкой формы менингита. Его неокортекс, внешняя часть мозга, отвечающая за сознание, был полностью отключен. Тем не менее, он описал насыщенный опыт пребывания в невероятно ярком пространстве, контакт с существом, который он позже идентифицировал как умершую сестру, которую не знал при жизни, чувство всепонимания и выхода за пределы времени. Свою историю он изложил в книге Proof of Heaven. Случай вызвал споры, но нейрофизиологически подтверждена невозможность обычного сознательного опыта в его состоянии. Доктор Джордж Родоная, СССР, США, 76, смерть после наезда автомобиля и 3 дня в морге. Советский нейрофизиолог Родоная был сбит автомобилем в Тбилиси. В морге его тело находилось 3 дня при низкой температуре. При вскрытии он внезапно подал признаки жизни. После восстановления рассказал, что переживал полную осознанность, видел события на Земле, слышал мысли людей, ощущал себя вне времени.
Позже эмигрировал в США, где работал в Йельском университете и описал свои переживания в интервью и научных публикациях. История признана аномальной и подробно исследована в рамках американских программ по изучению сознания. Мэри Нил, США, 99. Утопление в реке и осознанность вне тела. Мэри, хирург-ортопед. Во время сплава по реке в Чили ее каяк перевернулся, она оказалась под водой более 15 минут. После спасения описала ощущение выхода из тела, встречу с существами, которые сопровождали ее к границе, чувство полного покоя, разговор, в котором ей сказали, что она должна вернуться, так как ее дети нуждаются в ней. Состояние клинической смерти было подтверждено спасательной командой и врачами. Мэри позже опубликовала книгу «To Heaven and Back». Говард Сторм, США, 85. Попадание в пространство сражения между тьмой и светом. Сторм, профессор искусств, внезапно испытал перитонит в Париже. До этого был убежденным материалистом. После остановки сердца пережил состояние, которое описал как попадание в мрачное пространство, где его окружили враждебные существа, впитывавшие его страдания. Позже присутствие света вытянуло его из тьмы. Сторм утверждал, что вернулся измененным человеком и посвятил жизнь служению. Его рассказ был включен в исследование проекта NDERF Near Death Experience Research Foundation. Ивон Коган, Австралия, 1996. Остановка сердца в больнице и контакт через свет. Во время операции Ивон испытала остановку сердца. Она описала, как поднялась над операционным столом, увидела свое тело, затем оказалась в сияющем пространстве, где коммуницировала с существом, не имевшим формы. По ее словам, все происходило одновременно. И она получила ответы на все вопросы, но с возвращением в тело эти ответы стерлись. Позже ее случай был задокументирован и включен в австралийскую базу данных опытов клинической смерти. Хотя эти люди из разных стран, профессий и культур, их рассказы объединяют. Внетелесное восприятие, контакт с существами или светом, четкое чувство осознанности, убеждение в реальности пережитого опыта, отсутствие страха смерти после возвращения. Важно, ни в одном из вышеописанных случаев мозг не должен был быть способен на восприятие или память. Это делает такие переживания предметом серьезного междисциплинарного изучения на стыке медицины, физики сознания и паранормальных исследований. Несмотря на документированные случаи околосмертного опыта, ОСП, научное сообщество не пришло к единому мнению о природе подобных переживаний. Одни считают их доказательством существования сознания вне тела, другие – побочным продуктом умирающего мозга. Рассмотрим основные гипотезы, которые пытаются объяснить, что именно происходит на грани смерти. Наиболее популярная гипотеза – гипоксия, то есть недостаток кислорода в мозге. В условиях кислородного голодания нейроны начинают работать нестабильно, создавая яркие, но ложные ощущения. Подобные состояния наблюдаются у пилотов, теряющих сознание на большой высоте. Они нередко описывают яркий свет, туннель и чувство полета. Однако при гипоксии наблюдается дезориентация, спутанность, а не четкий связанный опыт с логической структурой, как в случаях клинической смерти. Более того, ОСП фиксируется даже у пациентов с нормальным уровнем кислорода, что ставит эту гипотезу под сомнение. Другая теория – выброс эндогенного диметилтриптамина, ДМТ, психоактивного вещества, которое, возможно, синтезируется шишковидной железой. ДМТ вызывает галлюцинации, и его действие действительно похоже на некоторые описания из околосмертных историй: яркий свет, контакт с существами, потеря ощущения времени. Однако на сегодня нет достоверных данных, подтверждающих резкий всплеск ДМТ в момент смерти. Исследования на животных показывают возможное присутствие этого вещества, но уровень выброса в человеческом мозге не изучен. Кроме того, ДМТ-переживания часто фрагментарны, дезориентирующие и не обладают той степенью устойчивости, которая фиксируется у переживших клиническую смерть. Третья гипотеза связана с феноменом, обнаруженным при помощи электроэнцефалографии, последняя вспышка нейронной активности перед смертью. В 2013 году
Исследование, проведенное на крысах в Университете Мичигана, показало, что в течение 30 секунд после остановки сердца мозг генерирует интенсивные синхронизированные импульсы. Эти всплески даже превышают активность в бодрствующем состоянии. В 2023 году аналогичную активность зафиксировали у умирающих пациентов в клинических условиях. Это может объяснять некоторые аспекты яркости и интенсивности восприятия в момент смерти. Однако продолжительность подобных вспышек составляет лишь секунды, тогда как переживания ОСП, по словам пациентов, длятся гораздо дольше и нередко включают четкую временную структуру. Еще одно объяснение – диссоциация – психический механизм, при котором сознание отключается от боли и страха. Диссоциативные состояния могут вызывать ощущение выхода из тела, потерю ориентации во времени и пространстве. Но диссоциация не объясняет точность описаний внешней реальности, которую зафиксировали пациенты вроде Пэм Рейнольдс или Марии из Сиэтла, особенно в случаях полной потери мозговой активности. Некоторые нейробиологи предполагают, что ОСП – результат работы памяти и архетипических образов, высвобождающихся при предсмертном стрессе. Согласно этой теории, мозг в критической ситуации генерирует сценарии, основанные на культурных, личных и биологических шаблонах. Это может объяснить встречу с родственниками, тоннель, свет. Однако тогда остается неясным, почему образы столь схожи у людей с разным культурным фоном и почему среди них есть элементы, не встречающиеся в личной памяти. Нельзя не упомянуть и квантовые гипотезы сознания, выдвинутые в начале 2000-х годов. Например, модель ORCH-OR Orchestrated Objective Reduction, предложенная Роджером Пенроузом и Стюартом Хаммероффом, предполагает, что сознание не является продуктом нейронной активности, а возникает из квантовых процессов в микротрубочках клеток мозга. При смерти эти процессы могут не исчезать, а распадаться в окружающее квантовое поле. Согласно этой теории, сознание может быть нематериальным и сохраняться вне тела. Теория подвергается критике и не имеет прямых экспериментальных подтверждений, но она интересна тем, что открывает возможность существования сознания как независимой от мозга структуры. Существует и паранормальная гипотеза – временный выход сознания за пределы физического мира. Сторонники этой точки зрения считают, что в момент смерти человеческое сознание может отключиться от биологического носителя и перейти в иную форму восприятия реальности. Это объясняло бы, почему пациенты видят однотипные сцены, слышат мысли других существ, ощущают внепространственную логику происходящего. Такой подход не подтвержден научными инструментами, но его косвенно поддерживают многочисленные свидетельства, необъяснимые с позиции традиционной науки. Некоторые исследователи предлагают рассматривать ОСП как аномалию восприятия времени. При остановке мозга субъективное время может растянуться или вовсе потерять привычную форму. Пациенты часто утверждают, что пережили часы или даже дни, в тот момент, когда объективно прошло несколько минут. Это феномен, известный и в других состояниях, при экстремальных травмах, во сне, под действием психоактивных веществ. В таком случае яркость и протяженность ОСП может быть результатом искаженного восприятия, а не реального путешествия вне тела. Но и здесь остается открытым вопрос, почему многие видят одно и то же. Существуют также информационные теории сознания, согласно которым мозг не источник, а приемник. Подобно радиоприемнику, он ловит сигнал из поля, в котором сознание существует независимо. Эта идея обсуждается в контексте теории интегрированной информации, IT, и других подходов к объяснению феномена субъективности. Если сознание не локализовано в мозге, тогда смерть тела не означает автоматическое прекращение сознания. Это может радикально изменить представление о жизни и смерти. Подводя итог, каждая из гипотез дает часть картины. Гипоксия, ДМТ, вспышки активности и механизмы защиты объясняют отдельные аспекты ОСП, но ни одна не дает полного ответа. Совпадение в переживаниях, структура видений, информация, полученная вне сенсорных каналов – все это требует более глубокой междисциплинарной оценки. Возможно, околосмертный опыт – это уникальное окно в природу сознания, к которому мы пока только подбираемся.
Наиболее поразительная черта околосмертного опыта – это чувство полной осознанности в момент, когда биологическая жизнь практически завершена. Этот феномен часто называют «последней вспышкой сознания». Вопрос в том, существует ли она как физиологический механизм или это культурно обусловленный миф. В 2013 году группа ученых из Университета Мичигана во главе с Джимом Борджигином провела исследование, в котором наблюдали за активностью мозга у умирающих крыс. В течение 30 секунд после остановки сердца у животных фиксировалась короткая, но крайне интенсивная нейронная активность, превышающая уровень бодрствующего состояния. Это стало первым лабораторным подтверждением, что мозг, даже при прекращении кровотока, способен выдать мощный финальный импульс. В 2023 году аналогичный эффект был зафиксирован у человека. Группа исследователей из Университета Луисвилля записала ЭЭГ пациентов в момент смерти. У нескольких испытуемых наблюдалась быстрая и организованная мозговая активность в диапазоне гамма-волн, связанная с сознанием, воспоминаниями и обработкой информации. Эти данные опубликованы в журнале Frontiers in Aging Neuroscience и вызвали активное обсуждение в научной среде. Однако важно отметить, всплеск активности длился всего несколько секунд и не объясняет длительных структурированных переживаний, которые пациенты описывают как события, происходившие на протяжении часов вне тела. Один из основных вопросов – может ли кратковременный скачок активности вызвать субъективный опыт, воспринимаемый как полноценное путешествие вне физического мира? В рамках когнитивной психологии существует предположение, что внутреннее время сознания не синхронизировано с биологическим временем. Это означает, что один момент может ощущаться как целая история. Такие искажения фиксируются и в других состояниях, например, при сильных эмоциональных шоках, сновидениях или под действием психоактивных веществ. В теории вспышка нейронной активности может сопровождаться массовым высвобождением воспоминаний, образов и эмоциональных паттернов, формируя субъективно длинный, насыщенный опыт. Некоторые ученые предполагают, что последний импульс – это попытка мозга сохранить самоидентификацию и интеграцию восприятия. Сознание в этот момент, возможно, не угасает, а переходит в закрытый контур, где нет внешнего ввода, но продолжается внутренняя симуляция. Это состояние напоминает осознанное сновидение, но при этом субъективно переживается как сверхреальность, отчетливая, логичная, часто глубоко эмоциональная. Другие исследователи указывают на возможность участия других отделов мозга, не связанных напрямую с корой. Например, лимбическая система, управляющая эмоциями и памятью, может сохранять активность дольше, чем неокортекс. Это может объяснить, почему многие описания ОСП эмоционально насыщены и связаны с глубоко личными образами, при этом обходя логические и рациональные элементы. Однако здесь появляется противоречие. У ряда пациентов, таких как Пэм Рейнольдс или Эбен Александр, была подтверждена полная электромозговая тишина, отсутствие каких-либо сигнатур активности на ЭЭГ. Тем не менее, они вернулись с комплексными воспоминаниями, которые по структуре и содержанию не вписываются в кратковременные вспышки. Это подталкивает к мысли, что либо существующие инструменты недостаточно чувствительны, либо сознание действительно может функционировать вне мозговой активности. Сторонники паранормальной теории интерпретируют последнюю вспышку не как остаточное явление, а как момент отключения сознания от тела. Согласно этой гипотезе, всплеск фиксируется не потому, что мозг активен, а потому, что происходит выход поля сознания из физического носителя. В этой модели вспышка не прощание, а момент перехода. Есть и третья позиция, промежуточная. Некоторые ученые считают, что сознание может продолжать существовать в условиях минимальной рассеивающейся активности, которая просто выходит за пределы измерения стандартными средствами. ЭЭГ, КТ, МРТ фиксируют только определенные аспекты мозговой работы, но не улавливают сложные когерентные поля или нелинейные квантовые процессы.
Это означает, что отсутствие зарегистрированной активности не исключает наличие реальных ментальных процессов. Интересным подтверждением реальности опыта является то, что после переживания вспышки пациенты демонстрируют стойкие поведенческие изменения. Исчезает страх смерти, появляется интерес к духовным вопросам, усиливается эмпатия. Эти трансформации трудно объяснить только физиологией. Воздействие сильной иллюзии не всегда приводит к фундаментальной переоценке жизни, тогда как субъекты ОСП описывают это как точку перелома, после которой они уже не могут жить по-прежнему. Также стоит отметить, что вспышка как термин – метафора. Реальные измерения показывают сложные ритмичные паттерны, а не одиночный скачок. Это наводит на мысль, что речь идет о неком функциональном режиме перехода, в котором мозг или сознание меняют свое состояние работы, возможно, выходя за пределы обычного восприятия. С научной точки зрения последняя вспышка не миф. Это наблюдаемый и воспроизводимый феномен, но его интерпретация остается открытой. Это может быть как финальный акт мозга, генерирующего внутреннюю реальность перед отключением, так и индикатор неизвестного процесса, не укладывающегося в рамки нейрофизиологии. На сегодняшний день мы знаем, что это есть, но не знаем, почему оно такое и куда уходит сознание после этого импульса, если оно вообще уходит. Околосмертные переживания вызывают глубокий интерес не только потому, что дают надежду на жизнь после смерти. В некоторых случаях они, наоборот, порождают страх, тревогу и ощущение, что за пределами может скрываться нечто совершенно иное, чем мы привыкли ожидать. Реальность, с которой сталкиваются пережившие клиническую смерть, не всегда утешительна. Иногда она пугает своей неопределенностью, нелогичностью и ощущением полной потери контроля. Современная культура сформировала устойчивый образ смерти как перехода в мир света, встречи с умершими близкими, состояние покоя. Это повторяется в кино, книгах и религиозных концепциях. Однако далеко не все пережившие клиническую смерть сообщают о подобных картинах. Около 20% рассказов, зафиксированных в базах данных НДРов и Aware, содержат описание пугающих или дезориентирующих состояний. Пустота, тьма, ощущение одиночества, замкнутое пространство, сущности с неясными намерениями. Нэнси Эванс Буш, исследователь околосмертных переживаний, собрала сотни свидетельств негативных ОСП. По ее данным, пациенты нередко сталкиваются с внутренним кризисом после подобных эпизодов, так как они не соответствуют ожиданиям и могут вызывать долгосрочные психологические последствия. В отличие от позитивных ОСП, где преобладает чувство смысла, любви и принятия, здесь переживания сопровождаются тревогой, стыдом, ощущением, что человек оказался не там. Рассказ Говарда Сторма, который прошел через агрессивную темную среду до появления света, один из самых известных. Его история закончилась положительно, но началась с крайне враждебного окружения. Он говорил, что существа разбирали его по кускам и питались его страхом. Похожие элементы встречаются и у других. Ощущение наблюдения, неощутимого, но угрожающего присутствия, чувство вины, даже если человек не был религиозен. Все это заставляет задать вопрос, если посмертный опыт реален, почему он настолько разный? Одна из версий, субъективность ОСП, полностью определяется внутренним состоянием умирающего. То, что человек несет в себе при жизни – страх, агрессию, подавленные чувства, незавершенные конфликты, формирует содержание перехода. В этом контексте смерть не открывает универсальную реальность, а отражает психическое и энергетическое состояние самого сознания. Но это вызывает тревожный вывод. Не все готовы умереть и не все перейдут в свет. Есть и другое объяснение, что существующие интерпретации о загробном мире категорически упрощены. То, что человек видит в первые секунды клинической смерти, возможно лишь поверхностный слой более сложной, неизведанной системы. Аналогично тому, как сновидение может быть фрагментом бессознательной активности, ОСП может быть фрагментом перехода, а не всей картиной. Некоторые исследователи допускают, что смерть может не быть единым событием, а многоступенчатым процессом, в котором мы только начинаем разбираться.
Физиологически мы знаем, что мозг способен работать немного дольше, чем тело. Сердце может остановиться, но остаточная активность нейронов продолжается. Что происходит в это время, неизвестно. Часть ученых допускает, что сознание может освобождаться не мгновенно, а проходить через сложный процесс утраты связи с телом. Если так, то негативные переживания могут быть не адом в религиозном смысле, а отражением сопротивления этому процессу, боли от разрыва связей, страха перед исчезновением. Отдельный вопрос касается того, что делать с этими знаниями. Большинство людей не готовы к тому, что смерть может быть не тем, чем ее представляли. Возможность столкнуться с неизвестным, потенциально агрессивным, пугающим пространством не укладывается в привычные модели утешения. Тем не менее, игнорировать такие свидетельства значит закрывать глаза на важную сторону человеческого опыта. Сложность в том, что даже положительные ОСП могут привести к психологическому кризису. Люди возвращаются с чувством, что прежняя жизнь была иллюзией, что их дом находится не здесь, а там. Возникает дезориентация, отчужденность, потеря интереса к социальным нормам. Это не всегда благо. Некоторым требуется психотерапевтическая помощь, чтобы интегрировать пережитое и научиться снова функционировать в обычной реальности. Таким образом, правда может быть не только страшнее мифов, она может быть противоречивее, глубже и болезненнее. На сегодняшний день нет доказательств того, что посмертный опыт одинаков для всех. Возможно, загробного мира как единой структуры не существует вовсе, только индивидуальное восприятие, зависящее от внутреннего состояния, опыта, памяти и неизвестных нам факторов. То, что мы называем жизнью после смерти, может оказаться не конечной точкой, а этапом непонимаемого процесса, на который у мозга, науки и культуры пока нет ответа. Это открывает не утешение, а тревожную свободу. Все возможно, ничего не гарантировано, и именно это делает переживания умирающих по-настоящему значимыми.